Здорово. Давно на этом канале не было видеороликов. Признаю, времени практически нет. Но вот я вернулся и постараюсь сделать что-то интересное для вас. Сегодня мы поговорим о Вегасе. Vegas, Magic Vegas Pro, Sony Vegas Pro. Его по-разному называют, зависит от версии, но суть одна. Sony Vegas. Лучшая программа для монтажа видео. И не спеши ставить дизлайк. Буду аргументировать свои мысли. Начну с того, что я не какой-то там ноунейм юзер, я пользовался Vegas более 6 лет, начиная с Vegas Pro 13, который был самой стабильной версией для Windows 7 того времени, заканчивая версиями 2018 года, 2021 года, 2016 года и так далее, для версии Windows постарше. Vegas, безусловно, достойна программа для монтажа, как представитель класса программ для монтажа в целом. Однако количество проблем, которые в нем есть, их настолько много, что я просто устал с этим мириться. И решил перейти на новую программу. К слову скажу, что я пробовал множество разных программ для видеомонтажа: DaVinci Resolve, Vegas Pro, Premiere Pro, After Effects как программу для монтажа видео, а не создания спецэффектов и motion графики. Да, я даже такое пробовал. И как сейчас помню, также пробовал Camtasia Studio. Программка, которая довольно легка в освоении и проста в применении. И я пользовался где-то полгода, как основной, так как она не вылетала как конченый Vegas Pro. И там можно было сделать простой базовый монтаж. В итоге, сегодня я пользуюсь лицензионным пакетом программ от Adobe. Это Audition, After Effects, Photoshop, Premiere Pro. И все эти программы позволяют создавать качественное видео для любимой аудитории. Если нужно сделать ролик отдельно, я сделаю про то, как я за минимальную цену покупаю подписки на эти программы, чтобы выходило максимально дешево. Там в районе 1000 рублей за все программы в месяц. Начну с первой проблемы Вегаса. Она хоть и основная, но она не без нее. Даже если у тебя включено автосохранение, все равно такая вещь, как постоянные вылеты, постоянные, они постоянно происходят. И никак ты от этого не защищен и не застрахован. Выход один. Пользоваться программой, которая имеет наиболее стабильный билд. А это версия 2013 года, но она уже устарела. Версия 15, 18, 20 года или 21. Уже точно не помню. Я давно последний раз им пользовался. Аргумент второй. Нюанс, который бесит, это сложность применения плагинов. Во-первых, найти на просторах зеленого Steam плагин или цветокоррекции пак, или что бы то ни было еще в разы проще для Premiere Pro, чем для Sony Vegas. Так опять возвращаясь к первой проблеме, скажу, что применяя тот же Boris FX, различные плагины из этой категории, программа тупо будет вылетать и не даст вам применить ни в какую этот плагин. Возможно, это ошибка любой программы, я не знаю, но программа тупо будет вылетать, если вы постараетесь применить эффект из этого категории эффектов. Простите за тавтологию. Аргумент третий. Навороченность интерфейса. В Premiere, как и в Vegas, сложный интерфейс. Что там. И новичок, который никогда не пользовался этими программами, как я в 13 лет, который впервые открыл Sony Vegas, испугался и закрыл его. И больше не открывал месяца 2. Да, было такое, чего греха таить. Аргумент четвертый. В Premiere Pro я могу загрузить файлы других программ по типу Photoshop, After Effects или Illustrator, других программных пакетов Adobe. И все будет работать. В Sony Vegas же я не смогу загрузить даже PSD файл, чтобы разбить его по слоям и санимировать по этапу. Аргумент пятый. Для Premiere Pro, в отличие от Vegas, делается куча плагинов и расширений. Пакет плагинов Red Giant, FabFilter Pro Q3, Nectar 3, плагин от Mr. Horse, Atom X. Это лишь малая часть, чем я пользуюсь. Плагины, которые могут сократить часы времени, которые мы раньше проводили, делая motion графику и табнейл с просьбой подписаться и так далее. Конечно, вы скажете, что в Sony Vegas можно настроить green screen и хромакей применить на табнейл подписаться, но там нет такой гибкой настройки, которая есть в том же Atom X от Premiere Pro. Другой известный минус, аргумент шестой в копилку минусов Sony Vegas, ограниченная поддержка форматов. Например, .mov. Формат видео от Apple. Айфоны снимают в этом формате и другие устройства Apple тоже. Программа не поддерживает все популярные видеоформаты и кодеки, что может потребовать дополнительной конвертации файлов перед началом работы, что является колоссальным минусом Vegas, как программы. А что если этих файлов множество на сотни гигабайт? С камеры снято. Все это переконвертировать, это можно с ума сойти. Также добавлю, что вам не поможет установка паков кодеков, я пробовал, и даже с официального сайта Apple уже фиг скачаешь, но если закачать кодек для .mov, то он не будет корректно работать. Какие-то файлы будут отображаться как черный фон со звуком, какие-то не будут вообще отображаться, и вы даже не сможете перенести их на таймлайн. В Premiere Pro же ничего скачивать не нужно, и все работает со старта и с нуля. Аргумент седьмой. Время рендеринга и обработки видео может быть значительно дольше по сравнению с конкурентами. Это особенно заметно при работе с высококачественным видео формата 4К. Этот же и касается такого минуса программы, как предпросмотр. На MI4090 он лагал как вне себя, в отличие от Premiere. Даже несмотря на то, что у меня мощный компьютер, он лагал и зависал в Vegas.
предпросмотр, и приходилось делать пререндер, чтобы обработать и посмотреть, как будет выглядеть готовый вариант видео. Там спецназначение клавиш делаете и все работает, но геморрой и костыли капец какие. Аргумент 8. Несмотря на популярность программы, обновления выходят не так часто, и они не всегда решают существующие проблемы или добавляют необходимые функции. Сколько бы патчей и обновлений не выходило, все время вылетающие проблемы не фиксятся. Ну и, пожалуй, два последних аргумента, чтобы было красивое число 10, крышка Гробуса не Вегаса. Это, наверное, отсутствие некоторых профессиональных функций. Например, в сравнении с Final Cut Pro или Adobe Premiere Pro отсутствуют некоторые продвинутые функции, которые необходимы для профессионального видеомонтажа. И это пофиксить можно только установкой профессиональных плагинов. А я напомню, что их найти крайне тяжело на просторах зеленого Стима, а стоят они баснословных денег. Ну и последнее. Ограниченные возможности для работы с цветокоррекцией и графикой. В программе меньше возможностей для тонкой настройки цветокоррекции и создания сложной графики, что может быть критично для высококачественных проектов 4К, Full HD и так далее. Хотя цветокоррекция и есть, однако она оставляет желать лучшего в Sony Vegas. Иначе все не стали бы ставить поверх Vegas Magic Bullet Lux и другие плагины для цветокоррекции и применения лутов уже готовых. Вот такой вот ролик получился, друзья. Обязательно напишите комментарий с вашим мнением касаемо какой программы, как Sony Vegas. Что думаете насчет моего видеоролика? Смог ли он вас переубедить и перестанете ли вы пользоваться такой программой, как Vegas? Попробуйте ли вы что-то новое? Если вы пользуетесь Vegas, обязательно пишите об этом в комментарии, за что вы любите эту программу, какие у нее есть минусы. Возможно, я сделаю вторую часть из ваших комментариев. Мне будет крайне интересно почитать. Пишите ваше мнение, оставляйте в комментариях ниже. Я же на этом буду заканчивать свое видео. Всем спасибо и пока.